Значит, по вводной информации, способности ясного обоняния — это что? Работает не физический нос, да, а энергетические системы, разумеется, это экстрасенсорные способности. Первый ключевой элемент — это вот носик, там он указан коротенький такой, но как и любая энергосистема, предназначена для экстрасенсорного восприятия, она может в зависимости от мощности энергии, от уровня развития человека, она может удлиняться, и это дает нам соответствующие возможности. То есть в целом ясное обоняние — это что? Это возможность распознавать запахи тонкого мира, фактически распознавать свойства энергии. Вот наш физический нос — это что? Свойства материи, молекулы. Да, у каждого вещества свои запахи, да, свои молекулы отделяются, мы их ловим, приятные, неприятные, вкусные, противные, вот мы их ловим, да, у нас соответствующая реакция, понимание, с чем мы имеем дело. Да, в зависимости от того, что за процесс, это свои запахи, своя информация. Способности ясного обоняния, принцип примерно такой же, но в данном случае анализируются не молекулы, да, не физический мир, а тонкий мир, энергия. Какие здесь интересные возможности? Что мы можем делать с нашим энергетическим носом? Да, первое — это информация в тонком мире. Как то, что происходит вокруг, да, скажем, атмосфера. Предположим, где-то вот вы заходите в помещение, пахнет духами, свежо, приятно, озон. Где-то 100 лет не проветривалось, дышать невозможно, затхлая, разлагающаяся, да, вот разная атмосфера. Да, поэтому что происходит вокруг? Да, мы можем воспринимать вокруг. Мы можем воспринимать, что происходит на расстоянии. Фактически, что для этого нужно? Наш нос удлинить. Да, удлинить. Что он делает? Фактически он захватывает информацию, каплю энергии. Что там этой энергии нужно? Капельку информации захватывает, и попадает эта информация на анализатора, и мы различаем определенные запахи. То есть носик удлинили, и мы можем понимать, что там за атмосфера на расстоянии, как пахнет конкретное существо или конкретный человек. Да, можно не только как конкретный человек, но отдельные части. Как пахнет одна чакра, вторая, орган. Этот хорошо, вкусненький, не болеет, а этот как-то противненько, да, болеет орган, предположим. Да, то есть мы можем воспринимать от отдельных частей, что нас интересует. И фактически запах — это очень большой объем информации. Вот плохо кому? Кто зациклен на интеллекте, и вот для таких людей тяжело, и с запахами тяжело, там, и с чувствами тяжело, да, с любыми ощущениями им тяжело. Вот они абсолютно рациональные, а другую информацию они не воспринимают. Или им тяжело эту информацию воспринимать. Почему? Потому что они чисто расчет, действия, деньги плати, да все. Да? А мир вот, экстрасенсорное восприятие, ощущения, для них он тяжелый, недоступный. Почему? Ну, потому что они такие вот рубленые, да, типа дровосек железный, рубленые. У них нет тонких настроек. Да? А это может быть огромный объем информации, полезная информация. Да, поэтому мы можем удлинять свой носик, получать в целом, или там по конкретным частям, в том числе у кого эти способности развиты, предположим, там целители, ну, не все так, некоторые, по крайней мере, у них уже хорошо работает распознавание. Это вот болезнь, это как бы в порядке. Или это конкретная болезнь или конкретная неприятность. Все имеет свой запах. И если вот эта способность развита, то она дает человеку очень много информации. Да? Поэтому основное вокруг атмосфера, на расстоянии атмосфера. То, что поближе, мы можем изучать себя, можем изучать того, кто напротив, если он не против. В том числе мы можем информацию из физического мира получать в большем объеме. Принцип такой же, там, скажем, вы, может быть, не фиксируете на физическом уровне какие-то запахи, но если есть ясное обоняние, возможность распознавать запахи на физическом уровне, она также возрастает. Почему? Каждая молекула, она не только молекула материальная, она несет еще и энергетический заряд. Ну, там, скажем, вода заряжена таким образом или другим. Точно так же что-то приготовлено с любовью или с проклятиями, да, но имеет разный вкус. Даже разные вкусы, разные последствия для здоровья. Почему? Туда накладывается энергия. Вот эта вот энергия, которая присутствует на молекулах, она фиксируется ясно обонянием, и полнота восприятия физического мира, то, что происходит в нем, она также становится ощутимо больше. Да, вот это в целом, что нам дают способности
к их применению сейчас еще вернемся. Как устроено? Принцип стандартный. Нам нужно, чтобы мы могли пользоваться какой-то информацией, кто эту информацию захватывает. В данном случае нос. Ну, это фактически, ну что такое нос? Ну, ничего особенного, трубочка. Цап-царап, немножко энергии взяли, все. Да, эту энергию нужно доставить куда? В область анализа. Да, она совпадает, многие системы распознавания совпадают, энергетические, физические. Почему? Близкие свойства, там близкие механизмы, одни и те же системы анализа, только то ли отсюда информация подается, то ли отсюда. Да, а сами механизмы, программы, в принципе, одни и те же. Поэтому кусочек энергии взяли, она примерно там в область носа попадает. Основное распознавание здесь раз, духовной чакре 2, Сватхистхана 3, да, где ну, там, немного область мозга, где информация распознается. Да, вот она расшифровывается, что это. И мы можем понимать, хорошо, плохо, приятно, неприятно, что от этого ожидать. Она распознается, канальчики передают энергию, информацию, ну, определенные системы, в данном случае плюс легкие там, и бронхи, участвуют в том, чтобы информацию, чтобы энергию нам дать для работы вот этих систем. Для работы любых систем, да, разумеется, нужна энергия. Поэтому поступает информация, пульт управления запускает все механизмы, содержит набор программ, которые позволяют этим системам работать. Да? Без пульта управления, ну, собственно, без управления ничего не работает. Пульт управления, там все необходимые программы и запуск в целом этой системы, как и всегда, концентрация, в данном случае на пульт управления, на кончик носа. Концентрация, и сначала энергия побежала по каналам, по соответствующим областям, и дальше, когда все наполнилось энергией и нет каких-то блоков, у нас начинают эти способности шаг за шагом срабатывать. Построению в целом оно стандартное, просто проецируется на другие области. Надеюсь, тоже все понятно.